Привет, друзья! Природа не щадит никого. С каждым днем она становится все яростнее и беспощаднее. Штормы и землетрясения не утихают, вода поглощает целые районы. Все это лишь один день из жизни нашей планеты. Ну а мы начинаем и сразу переносимся на Филиппины. Тайфун Калмаеги, или как его еще называют Тино, обрушился на центральные районы Филиппин в качестве урагана второй категории по шкале Саффира-Симпсона. Стихия принесла с собой проливные дожди, сильные ветра и угрозу штормовых нагонов высотой до 3 метров. Первый удар стихии пришелся в полночь 4 ноября по восточному Самару и южному Лейте. В момент выхода на сушу скорость устойчивых ветров достигала 150 км в час, а порывы доходили до 205. В преддверии тайфуна власти приказали провести обязательную эвакуацию для более чем 70 тысяч жителей прибрежных районов в городах Гуюан, Мерседес и Сальседо. Всего в безопасные места были перемещены свыше 150 тысяч человек. Из-за непогоды были отменены более 160 авиарейсов, морским судам рекомендовали оставаться в портах. Тайфун Калмаеги, который стал 20-м тропическим циклоном, обрушившимся на Филиппины в этом году, движется в западном направлении. По прогнозам синоптиков, он пересечет центральную часть Филиппин и выйдет в Южно-Китайское море 5 ноября. Ожидается, что 6-7 ноября он достигнет центрального и южного побережья Вьетнама, где также прогнозируются сильные дожди и штормовые ветры. В понедельник в историческом центре Рима, недалеко от Колизея и рядом с Римским форумом, обрушилась часть 29-метровой средневековой башни Торре де'й Конти, которая находилась на реконструкции. Одного рабочего доставили в больницу с серьезными травмами. Еще 2 работников получили легкие травмы и отказались от госпитализации. Всего произошло 2 обвала. Второй возник именно тогда, когда пожарные вытаскивали человека из-под завалов. Прокуратура Рима начала расследование по факту непреднамеренного причинения вреда здоровью. Для установления причины обвала будет проведена техническая экспертиза. Здание было возведено папой Иннокентием III для своей семьи еще в начале XIII века. После землетрясения в 1349 году башня стала непригодной для проживания. Вследствие последующих землетрясений ее верхняя часть обвалилась и в дальнейшем не восстанавливалась. До 1620 года башня была заброшенной. В 17 веке ее пытались реставрировать. Папа Александр VIII перестроил нижнюю часть башни, которая сохранилась, укрепив ее контрфорсами. В таком виде башня, нижняя 29-метровая ее часть, сохранилась до нашего времени. В Сурхандаринской области в районе Байсун вновь зафиксирована авария на газовом месторождении. На опубликованных кадрах видно, как из-под земли под сильным давлением вырываются потоки газа и песка, образуя искусственный холм и напоминая вулканическое извержение. На некоторых видео пламя достигает значительной высоты. Запах сероводорода распространился на несколько километров. Жители жалуются, что он проникает в дома даже при закрытых окнах. По словам очевидцев, на самом месторождении произошел взрыв и выброс газа, а затем пламя, которое было специально зажжено для предотвращения масштабной утечки, потухло, из-за чего сероводород распространился по округе. На данный момент официальные ведомства не комментировали инцидент. Причины аварии и возможные последствия уточняются. Специалисты работают над локализацией аварии и минимизацией ее последствий. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 4 большегрузных автомобилей произошло вчера на федеральной автодороге Р-255 Сибый в Куйтунском районе Иркутской области. В результате аварии 3 человека погибли, еще 2 пострадали. 2 других участника ДТП получили травмы различной степени тяжести. Один из них был госпитализирован, второй отказался от медицинской помощи. Движение по трассе на время было полностью перекрыто в обоих направлениях. Для легкового и маршрутного транспорта организовали объезд через деревню Листвянка. Среди пострадавших, по данным властей региона, есть граждане Республики Беларусь и
Китайской Народной Республики. Драматическое столкновение произошло в воскресенье утром в Шерце в штате Техас. Грузовой поезд Union Pacific врезался в автопоезд, перевозивший автомобили и застрявший на железнодорожном переезде. Машинист поезда применил экстренное торможение, но остановить состав массой в 1000 тонн на коротком расстоянии было невозможно. Водитель грузовика успел покинуть кабину за секунды до удара и не пострадал. Однако автомобили на платформе и сам грузовик были уничтожены. Переезд закрыли на несколько часов. Это уже второй подобный инцидент в Шерце за неделю. Интенсивные и продолжительные дожди вызвали сильное внезапное наводнение в районе Гуамусанг в штате Келантан в Малайзии. После более чем 3 часов непрерывного ливня в ночь на понедельник несколько жилых районов оказались под водой. Власти были вынуждены открыть временный центр помощи для размещения пострадавших. К утру вторника 17 человек были эвакуированы из своих домов в безопасное место из-за подъема уровня воды. Малайзийский метеорологический департамент ранее выпустил предупреждение о грозах, сильном дожде и мощном ветре, охватывающем 8 штатов, среди которых территория всего Келантана. Власти призывают водителей и жителей проявлять крайнюю осторожность, особенно в темное время суток, из-за сохраняющихся опасных условий на дорогах и высокого риска новых подтоплений и оползней. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Утром в понедельник пассажирский поезд компании Avanti West Coast, следовавший из Глазго в Лондон, сошел с рельсов в районе деревни Шап в графстве Камбрия. Инцидент произошел около 6 часов 10 минут утра по местному времени. По данным британской транспортной полиции компании Network Rail, причиной схода с рельсов стал оползень, вызванный неблагоприятными погодными условиями. На момент происшествия в поезде находились 87 пассажиров. Все они были благополучно эвакуированы. 4 человека получили легкие травмы, не представляющие угрозы для жизни. Движение на магистрали с западного побережья к северу от Престона было полностью заблокировано. Ожидаются серьезные перебои в расписании движения поездов в течение нескольких дней, пока специалисты Network Rail проводят полное расследование инцидента и восстановительные работы на путях. Сильный шторм накрыл регион Рибейран-Прет в бразильском штате Сан-Паулу. Национальный институт метеорологии выпустил оранжевое погодное предупреждение для нескольких муниципалитетов. Сильный ветер с порывами до 100 км в час и осадки до 100 мм привели к временным подтоплениям и нарушениям движения транспорта в нескольких городах. В городе Монти-Альто прошел кратковременный, но очень интенсивный град. Всего за 5 минут улицы центральной части города оказались покрыты плотным слоем льда. Необычное для жителей явление вызвало удивление и привело к временным затруднениям для автомобилистов. Тем временем сильный ливень обрушился на город Батат-Тайс, вызвав подтопление в центральных районах. Несколько центральных улиц города превратились в бурные потоки. Муниципальная служба и команды гражданской обороны были немедленно мобилизованы для устранения последствий непогоды и мониторинга дальнейшего развития ситуации. Власти региона призывают жителей сохранять бдительность и по возможности избегать поездок во время сильных осадков. В индийском штате Телангана грузовик, перевозивший щебень, выехал на встречную полосу и на высокой скорости врезался в пассажирский автобус. Трагедия произошла на шоссе Хайдарабад-Биджапур в округе Рангаредди, недалеко от города Чайвелла. По предварительным данным полиции, водитель груженного гравием самосвала не справился с управлением и превысил скорость, что привело к лобовому столкновению. Удар был настолько сильным, что часть груза высыпалась в салон автобуса, буквально заживо погребя некоторых пассажиров и заблокировав людей внутри искореженного транспортного средства. В автобусе находилось около 70 пассажиров, направлявшихся в столицу штата Хайдарабад. В числе погибших – водители обоих транспортных средств. На месте аварии развернулась масштабная спасательная операция. Раненые были доставлены в правительственную больницу в Чевелле. Состояние 3 из них оценивается как критическое.
У берегов Камчатки продолжается серия авторшоков после мощного землетрясения 30 июля. За прошедшие сутки зарегистрировано 57 сейсмособытий магнитудой от 3,5 до 6,2. Только с 19 до 22 часов 3 ноября у восточного и южного побережья полуострова зарегистрировано 17 авторшоков. Два из них магнитудой 6,2, произошедшие в одном районе приблизительно в 190 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, жители населенных пунктов юга полуострова ощутили силой до 4 баллов. Что интересно, сутками ранее у берегов полуострова произошло всего 4 неощущаемых авторшока. Но вчера стихия, видимо, решила наверстать упущенное. В воскресенье днем во время сильной грозы в коммуне Бриенна, расположенной на берегу озера Кома в провинции Ломбардия, произошел оползень, во время которого огромный валун рухнул со склона горы, пробил внешнюю стену исторической церкви Мадонна дель Ронко и остановился внутри здания. Инцидент произошел в районе кладбища, расположенного рядом с церковью начала XVIII века. К счастью, в момент обрушения в здании никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. Прибывшие на место происшествия пожарные и сотрудники экстренных служб обнаружили, что второй крупный валун также сошел с горы и оказался на территории прилегающего кладбища. Район был оцеплен правоохранителями для обеспечения сохранности ценных произведений искусства и реликвий, находящихся внутри церкви. Юго-западные регионы Китая оказались во власти проливных дождей, интенсивность которых необычна для этого времени года. Непогода вызвала ряд серьезных происшествий в провинциях Юннань и Сычуань. 9 метеостанций в регионе зафиксировали рекордное для ноября количество осадков. Особо тяжелая ситуация сложилась в городе Пуэр, который пострадал от сильнейшего почти за 40 лет наводнения. За сутки уровень осадков достиг 217 мм, в результате чего произошли серьезные наводнения. Внезапный и мощный град обрушился на город Хуэйли в Ляншанском автономном округе провинции Сычуань, спровоцировав масштабное наводнение. Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая выпустило предупреждение о необходимости принятия мер предосторожности в связи с продолжающимися осадками. Синоптики отмечают, что текущие метеорологические условия несут серьезные риски для транспортного сообщения и повседневной жизни в затронутых районах. Один из самых активных вулканов Индонезии, Мерапи, в последние дни демонстрирует повышенную активность. По данным Центра исследований и разработок технологий геологических катастроф Джокьякарты, за ночь и утро понедельника было зафиксировано 9 пирокластических потоков. Самый крупный из них прошел расстояние 2,5 километра от вершины вулкана в юго-западном направлении к руслам рек Сат, Путих, Бэбинг и Красак. Кроме того, сейсмологи зафиксировали 19 случаев схода лавовых потоков, которые преодолели расстояние до 2 километров в том же направлении. Усиление активности вулкана совпало с возросшей интенсивностью осадков в этом районе, из-за чего вулканологи призвали местных жителей сохранять бдительность, так как не исключается сход лохаров. Уровень опасности вулкана Мерапи остается на 3-м уровне из 4. Власти настоятельно рекомендуют избегать опасных зон вдоль упомянутых рек на расстояние до 7 километров. В России зафиксированы первые в этом сезоне 40-градусные морозы. По данным метеорологов, экстремально низкая температура была зарегистрирована на территории Чукотского автономного округа. К утру на метеостанции Константиновская столбик термометра опустился до отметки минус 40 градусов. Это знаменует начало периода сильных холодов в северных и дальневосточных регионах страны. Синоптики предупреждают жителей о необходимости соблюдения мер предосторожности в условиях низких температур. В австралийском городе Апер-Кумера, штате Квинсленд, во время сильной грозы молния ударила в припаркованный автомобиль. Разряд был настолько мощным, что пробил отверстие в кузове автомобиля и частично расплавил салон. Как сообщают местные источники, благодаря быстрой реакции владельца машины и соседей, которые оперативно потушили начавшийся пожар, транспортное средство удалось спасти от полного уничтожения. Инцидент лишний раз напоминает об опасности грозовых разрядов. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.